Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чонгука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного за неделю? Начнем с того, что Чонгук снова сменил имя пользователя в ТикТоке. Снова много букв. ARMY, BTS, JK. Он такой гениальный, соединил важные для него слова и вышел оригинальный ник. Спасибо тебе, Чонгук, мы тоже тебя любим. Недавно Тэхён появился в виде гигантской фрески на здании делового офиса города Сувон в ознаменовании десятилетия городского экотранспорта. Мэр Сувона Ли Чжун сказал: «Я надеюсь, что всем туристам понравится фреска Ви». Великолепная работа, смотрится потрясающе. Чарли Пут упомянул Чонгука в своем интервью на канале Хьюми. Сеул, Корея, будет действительно весело, там будет много забавных сюрпризов. Чонгук из BTS мой любимчик. Чонгука любят, наверное, 80% населения земного шара. 19 октября Чонгук принял участие в презентации осенней коллекции 2023 Calvin Klein в Токио, Япония. Какой же он высокий мужчина! Он что, витамины для роста пьет? Да чего же он шикарный! Чонгук с японским певцом и автором песен Имасе. Имасе, о боже, мне удалось встретиться с Чонгуком. Чонгук так мило стеснялся, когда замечал, что его снимают. Как ведут себя интроверты на вечеринках. Но то, как он выглядывал из-под ширмы, это просто умора. И смешно, и мило одновременно. В каждом взрослом живет ребенок. Чонгук вообще не меняется. Правильно сказал Шуга, Чонгук и в 60 лет будет таким же. Также 19 октября вышел заключительный эпизод шоу с Тэхёном в гостях у бога общения «Кухня Джинни». Тэхён сказал, что у него большой опыт в играх благодаря шоу Run BTS, и он ветеран подобных игр. Да, и очень часто, кстати, выигрывал. Юми и Саджун заправляют волосы Тэхёна за уши, чтобы он смог все правильно слушать и ответить на вопросы. Какие же они тактильные. Пожалуйста, сделай что-нибудь легкое, хотя бы раз. Я буду внимательно слушать. Момент, когда Тэхён правильно ответил на вопрос о Дораме у Шика. Такие у них милые реакции. А еще меня удивило, как все трое, Ушик, Саджун и Тэхён, поместились в одну крошечную палатку. Наверное, ребята рекордсмены по игре в Тетрис. Когда Ноёнсок спросил: «Почему вы все выглядите такими уставшими?», Тэхён спел песню на лодке под названием «Романтика». Ноёнсок спросил Тэхёна, что было самым романтичным, и он сказал, что было романтично то, что они втроем спали прошлой ночью в палатке. Ноёнсок: «Почему вы трое оказались в маленькой палатке?» Тэхён: «Саджун сказал нам войти». Такие искренние ребята эти в Угу. Старший сказал лезьте в палатку, и младшие залезли. Обожаю их союз. Еще ребята играли в теннис и прыгали на скакалке. Тэхён подсказывает Юми, как правильно забежать под скакалку. Он так легко прыгает, ну просто профессионал. Никто не брал Ушика в команду, так что Тэхён, как настоящий друг, забрал его себе.
но потом, видимо, осознал, почему у Шика никто не брал, и пожалел об этом. 19 октября Тэхён вышел в эфир в такой милой домашней кофточке и сказал нам, что хочет послушать песню To Fight You Sing Street. Тэхён, мне вдруг захотелось послушать эту песню. Чунгук всегда пел мне эту песню. Так что разразись молнией, зажги пламя, спустись с небес. Я знаю, что завоюю твое сердце. Осталось много миль, но с того дня, как я начал ползти, я собирался найти тебя. Какие же они очевидные. Тэхён такой откровенный. 20 октября состоялась премьера клипа и выход песни Too Much с участием Чунгука. Мне очень понравился трек. Партия Чунгука придает огня песне. Без вокала Чунгука песня не была бы такой яркой. Но хотелось бы больше присутствия Чунгука в данной песне. Голос Чунгука просто восторг. Кид Ларой для журнала Too Much о Чунгуке. Too Much Mag. Сотрудничество с Чунгуком и Central C, кажется, добавляет динамичности музыки. Каково было работать с ними и интегрировать их в историю видео? Кид Ларой. О, это было потрясающе! Оба они приносят такие уникальные энергии. Чунгук особенно в восторге от ветреной фотосессии. В каком-то смысле это было символично. Слава может быть ошеломляющей, как сильный порыв ветра. Имея в своем распоряжении Central C, мы просто знали, что нам нужно включить элементы, которые отражают грубую и суровую сторону отношений. А еще Чунгук порадовал нас своим динамичным танцем и сногсшибательным торсом. Я думаю, на танец уже никто и внимания не обращал. Ну что за тело? Одни мышцы и ни грамма жира. 20 октября Чунгук благополучно вернулся домой. Мне показалось, что наш зайчик очень уставший и грустный. Дайте уже ему отдохнуть. Обожаю эти глазки-бусинки. Пожалуйста, больше отдыхай и набирайся сил. И, конечно же, вежливый Чунгук, как всегда, помахал армии и репортерам на прощание из окна автомобиля. В тот же день Тэхён вышел в эфир. Арми, что ты делаешь дома в куртке? Тэхён, я собираюсь пойти поужинать. Друг по имени Питер приехал в Корею, и мы решили поужинать вместе. На ужине с креативным директором Селин Питер Утс. Тэхён, привет, я просто решил выйти в эфир. Вчера, почему я его выключил, я был пьян и сразу уснул. Все понятно. Тэхён вчера выпил и пришел к нам с трансляцией, чтобы сказать о том, что Чунгук поет ему песни о любви. Утром Тэхён снова вышел в эфир. Он нас балует. Пожелал армии доброго утра. Сказал, что его лицо в камере похоже на яичное привидение. Это как-то так? Читает комментарии. Тэхён, хочешь, чтобы я поиграл в пингу? Пародирует голос. Хорошо, готово. Пингу – мультфильм о пингвинах. Именно его пародировал Тэхён. А Чунгук все покоряет ТикТок. Снял видео, которое показывает, какое ты животное. И, конечно же, выпал кролик. Вот это совпадение. А как он удивился. Ну а что, если он и вправду очень напоминает кролика? Также Чунгук записал видео танца под песню Seven со своим другом Ину. На секунду даже показалось, что рядом с ним Тэхён. 23 октября Тэхён улетел в Париж по личному расписанию. Как же ему идет это пальто, будто кадры из фильма.
Репортер, вы в прямом эфире. Тэхён, да? Позирует и машет в камеру. Крылышками помахал и улетел. В самолете он вышел к нам в эфир. Завтрак с Тэхёном. Что может быть лучше? Стюардесса. Здравствуйте. Тэхён. Здравствуйте. Стюардесса. Я обслуживаю вас. Тэхён. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Спасибо за вашу работу. Какой он вежливый человек, наш Тэхён. 23 октября состоялся официальный релиз сразу 2 ремикс-версий чудесной песни Тэхёна «Slow Dancing». Какой классный ремикс! Клип, монтаж, все супер. С веселыми мультяшками очень мило получилось. Чонгук пришел на эфир Чимина в честь выхода документального фильма. Чимин. Джей Кей, пожалуйста, подойди и поздоровайся. Чонгук. Всем привет, я Чонгук. Сейчас я пойду и тоже буду смотреть эфир. Чимин. Зачем ты принес мне микрофон? Почему ты похудел? Чонгук. Я только что тренировался. Чимин. Теперь ты можешь идти. Чонгук. Простите, приятного просмотра документального фильма «Сарми». Чонгук и Чимин во время записи бэк-вокала на песню «Letter». Чимин. Я написал эту песню для фанатов, и я подумал, что было бы здорово, если бы Чонгук исполнил припев. Потому что, когда голос Чонгука и мой объединяются, это может стать живой песней. Буду признателен тебе за помощь. Тэхён снова появится на шоу «Бегущий человек». Трансляция 8-14 декабря. Кидларой подшутил над Чонгуком. Кидларой опубликовал новое видео с Чонгуком у себя в ТикТок. Он убедил Чонгука, что готовит ему сэндвич с шоколадной пастой, а на самом деле сделал его соленой австралийской пастой на основе экстракта дрожжей. Бедный Чонгук, мне так его жалко стало. Чонгук прокомментировал их с Кидлароем совместное кулинарное видео. Чонгук. Я собираюсь отомстить. Кидларой. Нет. Правильно, Чонгук, не позволяй над собой подтрунивать. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи.